Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухелянд бежал с окраины, шапка на бекрень, да песни новые в карман. Дамы и господа, честной люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Так, и немножко саморекламы. Я являюсь автором не только этого канала, но и этих обеих. Вы видите QR-код справа от вас. Это влоговый канал, немножко путешествий, дача, покопать огород, Скандинавия, Норвегия, Швеция, рыбалка. Ну, в общем, так немножко, всего по чуть-чуть. И музыка. Так что делается при помощи АИ и ИКАИ. Ну, как для кого проще сказать. Да, это была самореклама, так как я ничего не рекламирую, всякие шуруповерты, не знаю, там, дуфты для машины, лампочки и все такое, да, как все это привыкли. А я пользуюсь этим, пользуюсь тем. Нет, нахрен не надо. Вот. Также видите QR-код справа на дисплее. Это телеграм-канал, который был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы вы могли поделиться своим мнением, роликом, ссылкой и что-то обсудить. Да, мы можем вместе обсудить. Канальчик маленький, но удаленький. Люди собраны, большинство добрые. В большинстве, да, добрые, адекватные. Ну, хотя не со всеми мы общались. Я думаю, сидят какие-то шпионы, тоже там что-то записывают. Тоже таких есть такие, да. Вот, ребятки. Ну, по названию вы догадались уже и по превью ролика, да, о чем пойдет речь. Речь пойдет у нас о квартирном вопросе. Я сделал небольшую подборочку такую в Германии и про Германию, то есть, да, и немножко про Украину, да. Как получают люди деньги, прибежавшие сюда, они сдают свои квартиры, ну, сдают там, на Украине сдают свои квартиры, а здесь они получают еще социальную помощь и плюс те деньги, да. И это все не указывается, штрафуют, ну, в общем, ладно. И один ролик будет, это по поводу каукциона, да. Если кто не знает, я попозже объясню, что это такое, да. Давайте посмотрим сначала один из роликов, что нам там расскажут и покажут. Украинцы, которые сидят на пособии и которые сдают свои квартиры в Украине. Вы думаете, нет таких? Есть. Я потом покажу вам. У меня для вас очень плохие новости. Сейчас гайки закручивают, и то есть это может вылиться в очень большие проблемы для вас. Конечно, это обманывают государство. Да? Я вам расскажу ту информацию, которую я узнал, а вы напишите в комментариях, справедливо это или нет. Вы напишите, только не ему, а мне. Вообще лишать пособия таких людей, которые скрывают доходы, Мое мнение справедливо. которые там сдают свои квартиры в Украине. Я вот на днях наткнулся на видео одной девушки, которая показывала бумаги из НАВА и говорила, что типа вот у меня требуют, ну не у нее требуют, а у какого-то человека требуют показать выписки с украинских счетов. Все правильно. Вплоть до того указывают драгоценности, ювелирные изделия, сколько ты на карточках денег имеешь. Да, так как они идут, здесь ставятся, регистрируются на учет, ставятся. И дай денежку. А у самих денежка-то есть, в принципе, на которой можно проживать. И неплохо проживать. Это тогда уже бедрук, то есть обман. И выписку с ДИЕ. Я вначале подумал, что это какой-то бред, такого не может быть. И начал же искать эту информацию. Вначале в искусственном интеллекте я поинтересовался, действительно они могут такое делать. Да, действительно, НАВ может запрашивать у вас любые выписки с любых банков, которые у вас есть. Хоть в Украине, хоть Револют, хоть какие бы это... Да, ну а что здесь удивительного-то, ребят? Человек приезжает, да, просит защиты, помощи. Ему предоставляется оплата квартиры, на питание, на электричество. Ну, в общем, социальная помощь предоставляется. Он хнычет, нету карт, нету того, нету сего. Тут начинаются проверочки через полгода, запросы всевозможные через год. Там, оказывается, все есть. И еще и квартирка сдается, да, как в той песенке. Буковеле хатку сдам и поеду в Амстердам. Да, там, оказывается, квартирка еще есть, да. Все это справедливо, все это делается правильно. А чтоб не быть голословным, ну все-таки, в принципе, причем голословным, да, я ничего не утверждаю, так как в чем базируется мой контент, на чем? Я нахожу всевозможные ролики, высказывания, поведения
отношение к другим людям, к стране, высказывания также о этих людях, налогоплательщиках. Ну, в общем, всевозможные ролики нахожу, делаю нарезку, преподношу вам. Мы обсуждаем, вы комментируете. Давайте я покажу еще один ролик вам. То, что это все есть. Знаем у Маришки, сколько же она денег получает с Украины. Вы слышали, сколько она денег получает? Шпарка состоит, ну, это Германия, да? Денег с Украины. Это что ты за деньги сняла, расскажи. Ну-ка расскажи, да, нам очень интересно, что ты за деньги сняла? Сдаю квартиру в районе Херсона. Это что, по десяточке все? По 50-очке. А ну расскажи, что за квартира? Получилось снять только 2000. Остальные нет. А сколько ты в месяц с квартир своих имеешь недвижимости, которые у тебя в Украине? 2800. Опа-ля, 2800. А здесь тоже социалочка, да? Ну, нормально, что, жить можно. Ваше мнение? М? По 2800? Это сколько у тебя там этих квартир? 4. Это ты та, которая сдает по 10 тысяч квартиры во Львове, да? Да. Серьезно? Это ты сдаешь по 10 тысяч? В Полтаве, во Львове, в Харькове. И ты еще в Германии. В Полтаве, во Львове квартирки мы сдаем. Короче, ребята, видите, Маришка двигается как только может. И Поэтому, кому нужна помощь, обращайтесь, могу одолжить. Вот так, ребятки, да? Вот так все функционирует. Ну ладно, я еще один покажу сейчас сам ролик. Еще один. Я нахожусь в Германії і здаю однокомнатну квартиру в Києві. Давайте подивимось, скільки приносить мені бабок квартира. Давай, покажи нам, сколько тебе приносит бабок квартира. Короче, Приватбанк. Вставляем. Чик. Дальше. Німецький банк. Да, опять шпаркался. Окей. Дивимося. Тут даже на русском сейчас покажет. Опа, выбрать русский язык. О, и тут сразу так это, оп, русский язык сразу выбрать. Странно, да? А почему здесь молодых патрулей-то нету? Выдача наличных. Оп, нажимаем. Дивимося дальше. Другая сумма. Так, вводим сумму. Давай, 400 евро. Оп. Выплатить сумму нажимаем. Чик. Выплатить сумму. Вводим пин-код. Так, пин-код вам я не показываю. И получаем свои бабки. Опа. Чик. Карточку забрали. И забираем. Опа. Давай, мои бабуленцы. 400 евро приносит мне однокомнатная квартира в Киеве. 400 евро приносит мне однокомнатная квартира в Киеве. 400 евро ему приносит однокомнатная квартира в Киеве. Ладно, вы все слышали. От вас комментарии, мнения. У меня слов нету. У меня слов нет, а вы напишите. И я покажу вам еще один ролик, так как, ладно, сейчас о квартирном вопросе, скажем так, пошло дело. Плачется один, ну, вернее, он рассказывает о ком-то там, да, то, что плачется, вот, к аукциону они заплатили, когда квартиру получали, а сдавать квартиру им не выплачивают. А почему не выплачивают? Мы сейчас посмотрим. Да, аукцион такая штука, фишка, ну, сумма, энная сумма, короче, вы платите, бывает, 2-3 мита, да, вы платите перед тем, как ехать в новую квартиру, если контракт подписали. И эти деньги потом вам возвращаются. Раньше деньги возвращались даже с процентами, это как бы, ну, небольшими, в принципе, да, как ваш накопительный фонд даже был, если вы квартиру сдаете в таком же состоянии, как вы ее и приняли. Чистенько, побелено, то есть там ковролин, тепих незамусоленный, или ламинат, все в порядке. Ну, в общем, квартира все в порядке, принимали, также сдаете, значит, все окей. Деньги получаете обратно. Если же нет, то с этих денег учитывают ремонт, остаток вы получите. А может, еще и доплатите. Давайте посмотрим. Живут в Германии, то знаешь, что такое кауцион, да, когда снимаешь квартиру, то надо заплатить залог Да, я уже объяснил. за квартиру. Его возвращают, когда ты сдаешь квартиру. В общем, звонила такая что знакомая, и, короче, какая проблема? Так, какая проблема? Ну-ка, расскажи. Не хотят возвращать кауцион, потому что они поломали дверь. Ага. Не хотят возвращать к аукцион, потому что они поломали дверь. Это проблема. Проблема чья? Тех, кто платил к аукцион, то есть снимал квартиру. А почему это проблема? Вы же поломали дверь нахрен.
То есть вот такая дверь, обычная картоновая дверь, которая стоит 50 евро, грубо говоря. Покажи мне за 50 евро дверь, грубо говоря, которая стоит. Покажи. С заменой. Давайте дальше. Они там мебель когда заносили, проломали дырку, и все. И хозяин квартиры, ну, они ее починили, они там что-то зашпаклевали, заклеили, там, покрасили. Двери они починили, зашпаклевали, заклеили, обои наклеили, да, покрасили. Ну окей, да. Но хозяин увидел и сказал: не, кауцион возвращать я не буду. И проблема людей в чем? В том, что не читают договора, не снимают видео. Знаете, что когда снимаете квартиру, всегда надо снять все на камеру, фотки сделать и читать хорошо договор, что будут вот такие проблемы. Дверь, которая стоит 50 евро, хозяин не хочет возвращать 1800 евро кауциона. И чтобы доказать, это целая проблема. То есть судиться никто, конечно, не будет. Подписывайтесь, чтобы знать больше. Судиться никто, говорит, конечно, не будет. Подписывайтесь, чтобы знать больше. Да, подписывайтесь. На меня подписывайтесь. А мы давайте немножко разберем сейчас этот ролик. Вот, дверь стоит 50 евро, 1800. Она не стоит 50 евро. Во-первых, за 50 евро ты сейчас дверь нахрен нигде не найдешь. Во-вторых, вот пример такой. Я хозяин этой квартиры. Я сдал этой персоне квартиру. Все в порядке, все окей. Фотрак подписали. Я взял их с них аукцион, энную сумму тоже, да. И они мне сдают квартиру со сломанной дверью. Ой, говорю, так она 50 евро стоит. А нахрен мне надо таскаться по магазинам, искать двери, во-первых, чтобы цвета они были, чтобы они подходили. Вы не забывайте, если немножко старая постройка, царга, то есть царга это как в дверь, которую умрамывают, царга, ну, косяк это, да, наверное, называется. Не каждая дверь может подойти по высоте чуть-чуть там, да, так как лежит уже линолеум, тепих, еще что-то, нюансов очень много бывает. И это значит, надо подпилить, надо найти тышлера. И в магазине тоже двери не каждый подпилит в магазин, так как это такое дело, да. Так как он объясняет, это типа паб-дверь, это бумажная дверь, да, такие дешевые двери бывают, есть. Ее вообще не подпилишь, потому что она разорвет все нахрен, да. Значит, надо дверь подороже брать, искать хорошего тышлера. Ну, или ехать в тышлера, и да, такие это все сделают. Но зачем мне это нахрен надо? Я вызываю так по щелчку человечка, он приезжает, он замеряет. Они ищут по цвету дверь, они ее подгоняют, они туда и сюда ездят, замеряют. И это обойдется. Ну, все 1800 и обойдется нахрен, за работу отдать. Алло, о чем вы говорите? Почему я должен, то что вы там дверь как-то неаккуратно затаскивали свою мебель, нахрен дверь раскреначили, гонять по магазинам и искать дверь подходящую, и плюс еще подгонять ее. Вы о чем говорите? Есть для этого фирма, которая этим занимается. Она это все и сделает. Для этого аукцион и берется. Ребятки, вот такая штука, так что не надо хныкать. Да, он прав, надо снимать ролики, видео надо снимать, как ты квартиру принял и ты как квартиру сдал. Это, конечно, это все будет доказательства, фиксироваться. И желательно, я вам скажу, как фиксировать. Снимаешь, и лучше всего газетку надо, да, обычную газету с даты, числа, подписания фотрага, когда ты квартиру принял. Чтобы можно было одним кадром снять, доказать то, что вот газета, там, Бильд, например, стоит 28 декабря, такой-то год. И мы снимаем квартиру. И повел квартиру снимать, да, без прерыва, да, без монтажа, чтобы был ролик. Ты это все снял, у тебя доказательства, то, что этот день ты квартиру снял, например, со сломанной дверью. Вот и все. И при сдаче дверь сломанную ты отдал. Тогда ты докажешь что-то. Так у тебя шансов нету. Вот такие, ребятки. Так, теперь от вас комментарии. Конструктивные. Без мата, ругани. Чтобы могли их все почитать. Так как я тоже довольно редко так лазю туда в помойку, где фильтруются комментарии. Расскажите, может, вы сталкивались с такими проблемами? С аукционом? Это тоже интересно, да? Поделитесь. Может, кто-то сталкивался и как-то смог отмазаться. Тоже интересно, да? Лайфхак расскажете. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Очень приятно. Также не забываем подписаться на этот каналчик. Лайк, комментарий. Какое-нибудь движение, да? Лень писать комментарии. Ну, точку поставьте, знак восклицательный. Этого хватит. И всем добра, хорошего дня, удачи.